Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александр, я нахожусь в Анапе, и сегодня у меня такой вечерний поздний стрим. Наташа на работе, и я решил вот сегодня провести этот стрим, рассказать об итогах десятилетней жизни в Анапе. 10 лет прошло. Ну, вообще, если быть точным, то это где-то примерно 29 июля мы приехали в Анапу 2014 года. Ну, вот уже немножко побольше прошло, но тем не менее 10 лет. И давно я хотел этот стрим провести, рассказать, как здесь вообще все прошло, эти 10 лет. Все откладывал и, в общем-то, больше искал форму, о чем говорить, как говорить. И даже пересмотрел свои стримы. Вот сегодня смотрел 50 дней в Анапе. Ну, на моем канале я рассказывал. Год в Анапе, 2 года. 5 лет смотрел. Год. Конечно же, я отметил тоже стримом, отвечал на вопросы. И, в общем-то, знаете, вопросы, они все повторяются, и я решил нового тоже ничего не придумывать. Алексей вот Николаевич зашел. Здравствуйте, добрый вечер. Нового ничего не придумал. И взял вопросы, которые я освещал вот в предыдущих моих стримах. Год, по-моему, 5 лет. И все эти вопросы, которые мне задавали и на которые я отвечал, я выписал, и искусственный интеллект мне их все выстроил логически по моей просьбе. Я сейчас очень так часто обращаюсь к искусственному интеллекту. В общем-то, это очень такое хорошее дело. Очень помогает в жизни, особенно человеку пишущему. И поэтому вот сейчас я эти вопросы здесь смотрю. У меня получилось 64 вопроса, и последний вопрос был от Андрея Стрельцова. Вот он как раз тоже только что зашел на мой канал, и он меня спрашивает: в силе ли остается наша договоренность о посещении в Новороссийске могил дочерей Семенова? Да, Андрей, в силе. Надо выбрать и согласовать день удобный, чтобы я мог приехать в Новороссийск. И ну, конечно, надо подготовиться, во-первых, взять одежду рабочую, может быть, взять металлическую щетку, чтобы ржавчину отскоблить, взять, может быть, кисти и краску подкрасить оградку, ну, перчатки там взять. В общем, ну, как подготовиться, как на субботник. Вот, я думаю, мы с тобой это все обговорим. Я приеду, и мы это дело сделаем. Так. Так, что еще? Как стрим? Ну, Алексей, я только что начал, буквально вот 4 минуты назад. Мы скоро поедем в Новороссийск в этом месяце, вот Алексей говорит. А Андрей Стрельцов уже там. Ну ладно, не будем тянуть кота за хвост и начнем. Ну вообще, конечно, в целом, да.
В целом расскажу, что 10 лет пролетели достаточно быстро, хотя они включили в себя очень-очень много всего, и жизнь-то, в общем-то, здесь была насыщенной. Ну, в семейном плане это что? Это мы приехали в одну квартиру, мы ее в 2013 году купили, год она у нас здесь стояла, в Анапе пустая. И Юра, только брат, приезжал, здесь кое-какие дела делал по нашей просьбе. А вот, в общем-то, квартира пустовала, и мы в 2014 году, вот как я уже сказал, в самом-самом конце июля приехали в Анапу, и уже началось наше здесь жительство. А Маша тогда еще даже в школу не ходила в 2014 году. Валя, ей было 13 лет, но в том же году ей исполнилось 14. Она пошла здесь уже в школу, сразу же в новую, в 5-ю, ну как в новую, для нее, конечно, новую школу. Она была очень поражена отличиями, которые она увидела по сравнению со школой номер 42, где она училась, где я учился. А Наташа до 19 года не работала, ну, пробовала работать временно, летом она работала в туристическом бюро, распространяла путевки на различные экскурсии, летом в будочке так она сидела. Пробовала она работать администратором, вернее не администратором, а регистратором в детской поликлинике, но у нее там не получилось, как-то сразу не задались у нее там отношения с руководством. Пробовала она работать на такой обычной работе, техничкой, так скажем, в Сбербанке. Она проработала там месяц, и ее обманули, и не заплатили ничего. Ну, я об этом даже не рассказывал, ни на стримах, ни на чем. Нигде не рассказывал, как-то было так. Не стали мы... В общем-то, вина была Наташина, потому что она не получила на руки трудовой договор, и, в общем-то, вот ее просто обманули. Когда мы обратились потом уже в трудовую инспекцию, сказали, а у вас есть договор? Договора не было. Они говорят, ну и разговора никакого нету, не будет. Вот. Ну, с 19 года Наташа стала работать, горничной работала, а в последнее время она работает уже вот несколько лет, последних она работает медсестрой. Ей для этого в 2020 году как раз пандемия была, в 2019 году вот она поступила здесь на курсы, ну как, аккредитацию проходить в Новороссийске по своей специальности медицинская сестра. И прошла ее в течение полугода, она ездила в Новороссийск, училась, получила диплом. Диплом получила, подтвердила свою специальность медицинской сестры, а потом еще заочно она училась и прошла массу всяких специализаций, и физио, и массаж, и даже ей диплом дали санитарки. В куче, так прямо целый пакет. Вот. Ну, я за эти 10 лет как себя здесь пробовал и реализовывал, я на работу не устраивался, я в казачестве был, активно там тоже потрудился. Я был ответственным за связи с общественностью, издал даже газету, номеров, наверное, сколько там, 17, что ли, я сделал. «Русские ворота», газета Анапского районного казачьего общества. В общем, поездил по краю, был там представителем на различных мероприятиях. В общем, ездил в Волгоград, несколько раз ездил в Крым, в Севастополь.
Ну, в общем, достаточно интересная работа у меня была, познавательная в казачестве. Потом я все меньше и меньше там занимался, потому что я же там газету делал и отвечал за информирование населения о делах казачьих. Но повторялись постоянно мероприятия, мне уже стало скучно писать о них, повторяться каждый раз, и я как-то вот все меньше и меньше стал этим заниматься, а потом и вовсе ушел из казачества. Вот уже последнее мое посещение мероприятия было в 22 году, уже когда началась СВО, и помню, как раз вот 22 июня у меня такой перелом наступил, когда я окончательно порвал с казачеством. Ну, можно сказать, порвал, да. Так я кому-то, некоторым людям говорю, что я просто приостановил свою деятельность. Нет, я порвал. Так. Ну, я что еще чем занимался? Я с поэтами, с объединением литературным «Парус» взаимодействовал, ходил на его мероприятия. Здесь в Анапе, в общем, легко навести какие-то мосты и как-то легко влиться в эту движуху. И вот по линии поэтической, литературной я тоже влился. Мои стихи печатали в литературном альманахе. В нескольких номерах даже сделала студия «Индиго» постановку по моему рассказу. Того, чего вот не было в Чите. В Чите там тоже я как-то крутился около литературных этих кругов, но там все было так, туда не подступишься. Вот. Конечно, участвовал я там и в фестивале «Забайкальская осень», и, ну, как-то, и, в общем-то, в альманахе тоже печатался слово «Забайкалье». Ну, как-то вот активно, то есть, все зависело от меня, а здесь прямо все наоборот, то есть, тут тебя хватают и по полной используют, так скажем. Если ты там заявил, что ты поэт, тебя как поэта будут везде использовать, везде таскать по школам, по всяким там мероприятиям, по всяким литературным беседкам, по всяким там ночь в музее, в общем, полностью. И мне потом это уже как бы и тоже надоело, потому что, ну, не люблю я, когда вот так вот часто заниматься, как я что там, нанимался, что ли. Вот, поэтому... А потом с началом СВО я порвал с литературным объединением. Вот. У нас была переписка, группа была в WhatsApp, и когда я спросил, говорю, вы что, дураки, вы что, не видите, что творится? Ну, тогда это еще было как бы, ну, я не думал, что так все серьезно, вот, но оказалось, что мозги-то вывихнуло всем очень так глубоко. Вот, и пошел я с ними вразрез по этому вопросу, и меня изгнали из группы и из объединения «Парус». Вот. Так, что еще? Ну, может быть, по ходу еще что-то расскажу. Саня, расскажи о плюсах и минусах Анапы сегодня, что стало лучше и что стало хуже по сравнению с того момента, как ты переехал в Анапу. Дело в том, что когда мы ехали в Анапу, здесь уже такой период упадка, потихонечку наступал период упадка. Вот. Но мы тогда своим свежим взглядом этого не замечали с Наташей, потому что мы приехали из такого депрессивного, дотационного региона, как Забайкалье, с холодным климатом, с
бедным населением, с такой немножко такой убогой вообще жизнью. Ну, как тогда нам казалось, в общем-то. В принципе-то, Чита – это краевой центр, и, в общем-то, там в плане образования, здравоохранения, ну, может быть, даже работы, там предприятия какие-то еще есть. И, может быть, с этой стороны как бы и хорошо было бы там, в Забайкалье. Но нас манил теплый климат, нас манил комфорт, благоустройство. Нам казалось, что Анапа по сравнению с Читой – это вообще рай земной. И, в принципе, оно, ну, так, наверное, и было, потому что, да, климат, обилие зелени, ровные тротуары, море, конечно, цены, казалось, что ниже, чем в Чите. Ну, так оно и было, в общем-то, и мы это даже документировали. Наташа вела такой гроссбух, чеки собирала и выписывала цены еще в Чите, а потом здесь продолжила. И я тоже потом продолжил. У меня надо вот тоже как-то сделать какой-то стрим, где рассказать о ценах. Вот. И сейчас я тоже чеки собираю и периодически открываю этот гроссбух и туда выписываю, ну, по позициям там, ну, такие самые базовые товары, там, хлеб, молоко, масло, лук, борщевой набор. Поэтому минусы, конечно, нам сразу не бросились в глаза, мы их только стали потом ощущать. Мы стали, конечно, здесь жить и наслаждаться всем, что здесь есть, но в то же время мы увлеклись урбанистикой, стали смотреть блогеров, которые путешествуют очень много по миру, по другим городам и странам, и рассказывают о том, как там устроены города, а города там устраиваются, ну, по-умному, для людей все делается. Ну, вот эти же все тротуары, пандусы, газоны, ливневки, ну и все-все-все, что связано, в общем-то, с городами, с комфортной жизнью, с велодорожками там и прочим, стали понимать, что в Анапе в этом плане тоже есть чему поучиться и стать еще более интересным и таким человеколюбивым городом. Но, к сожалению, как я сказал, что уже, наверное, с года, ну какого, я не знаю, там хереть-то Анапа начала. Мы уже, я говорю, приехали, когда еще уже было начало захерения, вот, но нам тогда казалось, что Анапа это вообще классный город, вот, по сравнению с Читой. Потом мы уже вот это все увидели. Сейчас Анапа довольно грязноватая, транспорт здесь лучше не стал, народу стало больше, а транспорт остался еще на уровне таком очень таким, такой транспорт здесь тесный, душный, грязный, водители хамят, и ничего, в общем-то, не изменилось. Вот. И единственное, что я сейчас не пользуюсь этим транспортом общественным, только в крайних случаях, когда нужно быстро куда-то, ну не быстро, а надежно куда-то добраться, а в принципе-то в Анапе можно ходить пешком, и я в последнее время хожу пешком. Допустим, то, что в 30-40 минутах ходьбы, я не считаю, что это такое далекое расстояние. Вот. Ну, допустим, вот до Красной площади 30 минут ходьбы, да, до храма Серафима Саровского 30, ну, даже меньше, это просто я говорю как так вот. Ну, если надо дойти до, вот от нас до Высокого берега, до Тургеневского спуска, это 40 минут ходьбы.
Вот. И, в общем-то, за 40 минут можно вообще хоть куда дойти. Так что, ну, плюсами остается, конечно, климат теплый. Ну, это не зависит от людей. Так, что еще? Раньше ты был активный борец за справедливость в отношении жизнеобеспечения, надо правильно говорить. Почему сейчас ты пассивный житель Анапы? Нет веры в прокуратуру, полицию, ГАИ? Я считаю, что когда сейчас у большинства людей вывихнуты мозги, как я уже сказал, в связи с отношением к СВО, и когда люди гибнут, вот, молодые наши парни, ну и не только молодые, вот, ну как-то говорить о качестве тротуаров, вот, и о ливневках, я считаю, это, ну, не то время, чтобы об этом говорить. А об этом надо говорить, когда все хорошо, благополучно, когда в основном все проблемы решены, и остается только вот ворчать, что там не сделано, тут не сделано. Вот. Да, я раньше ходил, и если видел автомобиль на газоне стоит, я, конечно, фотографировал, я писал в ГАИ, я распространял по социальным сетям. Вот. Сейчас, знаете, пофиг, стоит автомобиль на газоне, не стоит. Мне до этого газона уже, знаете, когда похоронки приходят, да, и гробы, что этот автомобиль, что этот газон? Вот главная сейчас наша проблема. Вот. Людей сберечь. Так, вот поэтому я и сейчас потерял такую активность. Хотя есть у нас Анапа гражданская, такая общественная организация. Они, ребята, очень активные, они продолжают писать, у них есть паблики ВКонтакте, в Телеграм. Они не успокаиваются, пишут, выявляют какие-то недостатки. Но я считаю, что, ну, пусть, если они считают возможным об этом говорить, но пусть говорят, конечно. Осуждать их не буду, но у самого у меня руки опустились, и я не хочу сейчас бегать и протестовать против там отсутствия ливневок тех же. Андрей опять. Переезд в Анапу положительный момент для твоих членов семьи, супруга и дочки жалеют о переезде? Ну, Валя старшая нисколько не жалеет. Я сказал, что она когда сюда приехала, ей было 14 лет, и она сразу поняла, что в этом городе можно легко и быстро заработать. Поэтому с чего у нас все началось, что она вечерами стала задерживаться домой. Вот. Оказалось, она там торгует, покупает вот эти вот вертолетики, они сейчас еще популярны, которые запускаются с помощью такой рогатки, они светятся, и когда, в общем, взлетают и опускаются, они крутятся. Ну, достаточно так интересно, как такой фонарик, вертушечка такая. Вот. Она их покупала за 35 рублей в фикс-прайсе, а на улице шли они по 100-150 рублей. Вот. Ну, она поняла, что это очень... на этом можно делать деньги. И когда, я помню, первый раз побежал
ее искать, где она пропала, и увидел ее вот на улице. Она там стояла на улице Горького, и перед ней лежали вот эти светяшки, и она там это зазывала людей, чтобы покупали. Я говорю: Валя, а ты не боишься, что тебя здесь сейчас полиция схватит и как несовершеннолетнюю, как ребенка поставит на учет? Она говорит: нет, я не боюсь, потому что мы работаем под прикрытием, ну так она сказала, под прикрытием там тети, как-то назвала ее по имени, вот. А у тети, у этой мальчишка, сын, в общем, тетя работает, тетя или мама, не знаю, работает в павильоне, торгует всякими там тоже сувенирами пляжными, да, курортными. Вот. Ну, в том числе этими светяшками тоже торгует. А Валя говорит, что мы вот с ее, там, не знаю, племянником или сыном, я сейчас не помню, просто вот от нее здесь немножко отошли на несколько метров и торгуем. Вот. То есть Валя сразу познакомилась здесь, нашла себе приятелей и вот как-то сразу сошлась с ними. Вот. И потом она чем только не занималась. Она работала и черепашек продавала, и мороженое продавала, и квас продавала, и на яхты людей водила. Ну, собирала группы и отводила на морской порт, на яхты, на экскурсии. И на прокате коньков, и на прокате скейтбордов, и на прокате гироскутеров. В общем, она вот этот весь курортный бизнес, она весь изучила, везде побывала, везде поторговала, познакомилась с массой людей. Вот так. Так что она нисколько не жалеет. Ну, Маша, я думаю, она сюда вообще приехала. Я уже сказал, что ей сколько было, 7 лет, да. Даже 6 тогда еще. И, почти она точно не тосковала. Вот, а здесь она уже все познавала вновь, и для нее сейчас Анапа – это родной город тоже. А Наташа, она, в общем-то, еще неизвестно, кто я или Наташа была инициатором. Вот по моей версии я был, по Наташиной версии она была инициатором переезда, поэтому ей-то что уж жалеть. Она вот здесь тоже очень хорошо себя чувствует. Арчими, привет. Вы были в Геленджике? Что скажете в плане благоустройства, в общем уровне жизни по сравнению с Анапой? Ой, в Геленджике я давно не был. И я не знаю. Вот люди говорят некоторые, что в Геленджике и набережная интересней, и вообще город лучше. Не знаю. Как-то меня этот вопрос особо не волнует. Арчими. У нас в Астрахани несколько лет большое количество бродячих собак. Год, 2, 3 течет канализация по всему городу, стоят по всем районам такие насосы, из одного люка в более свободно перекачивают. Нет, у нас, слава богу, такого нету. У нас единственное, что во время ливней таких, или как их тут называют, залповый ливень, когда долго-долго нет дождя, а потом как польет, и, естественно, все улицы превращаются сразу в реки бурные, и все это течет в сторону моря и размывает пляж, и долго-долго потом еще течет по улицам вся эта грязь. Действительно грязь, потому что ливневок-то нету. Хотя делают сейчас кое-где канавы там прокапывают. Раньше там некоторые улицы топило очень сильно. И Северную, и Алексеевку топило. Что-то там пытались делать, сделали какое-то водоотведение. Вообще, конечно, сильно топит Джимете. Прямо там, прямо затапливает полностью весь
поселок, и люди ходят там по колено в воде и затапливает дворы, и дома, и подвалы, и гостевые дома, и частные. Ну, в общем, я вот еще в казаках принимал участие, там тоже откачивали, и вещи там спасали чьи-то. Вот, так что, да, ливневка нужна в Анапе, конечно. А собак тоже много сейчас развелось. Правда, их сейчас чипируют, и я стай таких не вижу, может быть, зимой только, ну, а летом как-то не вижу я, давно не видел стай собак. Если каких-то отдельных собак вижу, то у них чип на ухе прикреплен. Вот кошек много, но кошки, они вреда не приносят особого. Вот. Хотя люди, конечно, их кормят, везде этот сыпят и валят. Вот этот им кошачий корм тоже вот я не люблю, когда на асфальт прямо или где-то даже в подъезде прямо, ну вот прямо, ну в чашку, если положили бы, куда ни шло. А когда вот просто на тротуар навалят или там сбоку пешеходной дорожки вот этот вот корм, который в баночках не сухой, а такой вот в виде консервов, ну, это некрасиво, и мне кажется, не так это все должно быть, не так должна любовь к кошкам проявляться. Устанавливают кошачьи домики, некоторые там чуть ли не целые гостиницы для кошек делают. И администрация хотела, чтобы у Анапы был такой имидж, город кошек. Ну, вместе с кошками, конечно, плодятся и крысы, мыши, которые тоже поедают этот корм. Ну, кроме того, они, конечно, и подъедаются еще и на помойках, на различных. Ну, чтобы так вот видеть где-то крыс, мышей я тоже не видел, не встречал, хотя, говорят, есть. Так. Арчемий. В итоге в авральном режиме пришлось у федеральных властей просить денег в связи с банкротством местного водоканала, и вообще нищей казной в регионе теперь вроде ремонтируют массово. Ну вот хорошо. И еще наш город всегда в конце рейтингов был по системе общественного транспорта, в основном одни маршрутки полураздолбанные были, внезапно захотели решить, вдруг пригласили даже спецов из Москвы. Ну да, я в Анапе тоже мечтаю, чтобы был, ну не то, что я мечтаю, это вообще урбанисты говорят об этом. Проблему загазованности, проблему пробок надо решать, конечно, не перекраивая постоянно схемы движения транспорта, не запрещая самокаты, а наоборот развивая велоинфраструктуру и, конечно, вводя хороший общественный транспорт, большие автобусы, низкопольные, где, в общем-то, могут и мамы с колясками зайти куда, и инвалиды на своих колясках могут, и старые люди легко, чтобы не подниматься по ступенькам. Там бывают такие автобусы, что там надо высоко ногу задирать, а людям порой это тяжело делать. Вот, поэтому, конечно, надо решать в Анапе вопрос с общественным транспортом, и, конечно, бы ее спасли большие автобусы. Но, к сожалению, как я думаю, что это все-таки упирается в коррупцию, потому что сейчас вот эти частные автобусные предприятия, фирмы, которые есть, они же, я не знаю, автобусы плохие, я уже сказал, грязные, душные, вонючие, водители хамовитые. А все почему? Потому что деньги неизвестно куда идут. Они не идут на автобусы, на развитие парка. Они идут, скорее всего, ну это мое сугубо личное такое суждение. Мне кажется, они идут на взятки, эти деньги. Вот, идут в карманы частным вот этим вот владельцам
автобусных предприятий, ну и перепадает что-то водителям, потому что никаких кассовых аппаратов нету, карточками хоть и пытаются здесь рассчитываться, но часто водители вот эти вот терминалы прячут, скандалят с пассажирами, которые требуют эти терминалы. Водители рассчитываются прямо наличкой, ну, с водителем рассчитываются прямо наличкой. Все это, конечно, задерживает автобус. То есть, ну, люди должны сесть и поехать, все. Оплатить быстро карточкой там на входе или уж кондуктора вводить. Вот. А пока этот водитель там рассчитается, вернее, пассажиры рассчитаются, за проезд заплатят, все это тянется долго. Все это, в общем, не так должно быть. И, конечно, общественный транспорт нужно налаживать в Анапе. Так, и когда будут автобусы, конечно же, разгрузятся улицы, потому что когда будут четко ходить автобусы по времени, или как вот в Москве, вот я был на станции метро Новаторская, ну вот в этом районе я был, там видел, автобусы ходят очень хорошие, комфортабельные, и табло стоит на остановках, видно, когда автобус какой подойдет, через сколько минут, все это отслеживается искусственным интеллектом. И когда эти автобусы запустят, то, конечно, люди, зная уже, что им лучше добираться на автобусах, они будут оставлять свои автомобили дома. Зачем брать автомобиль, ехать, значит, стоять где-то в пробках, терять время, и потом этот автомобиль бросать где-то на улице, который тоже занимает место. Вот. Поэтому все это вот как бы урбанисты уже все придумали, уже изучили, поэтому понятно, хорошие автобусы, они разгружают наши улицы от автомобилей, и воздух становится чище. Так, Арчими. Разработать сетку маршрутов грамотную, закупили автобусы разных классов, вместимости с кондиционерами, с зарядками для телефонов, остановки стали с табло ставить. Но вот с собаками все-таки не решили вопрос. Видите, в некоторых городах вот уже автобусы вводят. Андрей Стрельцов. Почему забросил народное творчество, когда увидим твои поделки из палочек, собранных на берегу моря? Некогда. Сейчас я занялся писательством, а палочки у меня лежат, я даже собрал эти палочки. Кстати, эти палочки, я знаю, вот на международном рынке они хороший ходовой товар. Одна палочка может стоить от 1 до 5 долларов. Вот просто палочка, тупо палочка. Вот если поискать вот так в интернете, люди палочками торгуют. Вот. Но они у меня лежат на балконе, чего-то ждут. Арчими, какие-то города еще рассматривали для жительства на Черноморском побережье? Тот же Геленджик, например. Нет, никакие не рассматривали. Этот выбор у нас был такой, можно сказать, спонтанный. Мы сюда ездили в отпуск на 10, 11, 12, 13 год. Ну, 13 мы уже приехали квартиру покупать. Вот. И ездили вот в одно место. Конечно, ездили в Геленджик, там это в аквапарк и на экскурсии. Ну, как-то вон Анапа нам запала. Маленький, уютный, компактный город, чистый воздух. В общем-то, нам здесь все нравилось. Что еще искать? Море хорошее, песчаные пляжи, с детишками самое то. Вот, поэтому ничего больше не рассматривали. Ну и, конечно же, не рассматривали еще какие-то города, там как Новороссийск, Петербург, Москва. Это тоже не рассматривали. Ну, сразу сюда приехали и прижились. Андрей Стрельцов, у тебя, Александр, были интересные видосы прогулок по старым улицам Анапы? Почему бы не возобновить? Ну, мне было тогда интересно просто самому все видеть впервые.
И понятно, что я этим пользовался, что мне интересно, значит, еще кому-то интересно. Я поэтому снимал. Да, снимал, может быть, некачественно, и не было у меня никакого стабилизатора. Но, тем не менее, у меня канал-то и начал расти. Я же был одним из первых блогеров Анапы. И поэтому у меня и рост подписчиков был такой хороший, и на улицах меня узнавали. И поэтому я еще помимо вот всего прочего еще и познал, что такое популярность, слава. Когда я за одну прогулку порою 3-4 человека меня на улице узнавали, приезжали специально в Анапу, не специально в Анапу, а люди искали со мной встречи, договаривались, мы встречались, посещали какие-то кафешки, привозили мне подарки, как Лене Якубовичу, кто книгу, кто сувенир, алкоголь. Я потом, тогда я как бы не брезговал и, в общем-то, так скажем, употреблял, поэтому, не так, конечно, но люблю так иногда попробовать что-нибудь новенькое. И вот мне привозили люди всякие там бальзамы, коньяки. Кстати, я тоже здесь налил немножко вискарика. Возобновлять, конечно, нет, наверное, уже как-то вот я потерял вот этот вот интерес. И стабилизатор вот у меня лежит без дела. Не знаю. Надо попробовать, вот просто попробовать, как это будут смотреть. А потом сейчас, видите, YouTube еще замедляют и вообще хотят уничтожить. Я сейчас начал переносить свои видео на Рутюб. Кстати, можете меня найти и подписаться. У меня канал называется «Хренова туча». Так просто что-то не стал я Альбатрос писать. Вот. А просто что-то так спонтанно назвал. Думаю, а что, пусть будет «Хренова туча». Вот такое название. Миллер, привет. Здравствуйте, Миллер. Так, на ваши вопросы ответил. Теперь по списку пойду. Итак, значит, у меня же в списке 63 вопроса, которые мне раньше задавали. Первый вопрос. Стоит ли переезжать в Анапу? Я на него отвечу как. Вам нужно просто приехать, посмотреть, если вам этот город чем-то интересен, приезжайте, нет, посмотрите другие города. Я всегда опирался на теорию Франкла, понимаете, можно в любое место приехать и полюбить его. Вот. Также можно с любым человеком встретиться, и он станет твоим закадычным другом, а если это женщина, можно в нее влюбиться. Понимаете, просто нужно проявлять интерес, надо проявлять живой интерес к этому человеку, к этому месту, где вы живете, и все, и человек или место ответят взаимностью, и вы полюбите друг друга. Думаю, она по меня тоже полюбила. Как вы начали изучать Анапу, что показалось в Анапе значимым? Я начал изучать Анапу по блогам, я находил в интернете какие-то интересные блоги, читал, потому что, одно дело какая-то официальная информация, а другое дело, когда люди сами пишут что-то в блогах. Блоги тогда у нас были достаточно такая свободная площадка, как вот там ЖЖ, я нашел блог на сайте Анапа.инфо, сейчас он уже приказал, как говорится, долго жить, а тогда это был очень востребованный, и я там зарегистрировался, и я еще задолго до своего приезда в Анапу я уже там себя проявил как такой любопытный, где-то нагловатый человек и блогер, и не боялся спрашивать, не боялся вступать в какие-то дискуссии.
ругаться где-то. Вот. Поэтому меня вот люди-то, кто просто в медиапространстве себя чувствовал как рыба в воде, поняли, что в Анапе скоро появится еще одна такая акула-пера, интересный человек, и даже иногда шутили, что в Анапе среди прочих достопримечательностей есть такая достопримечательность, как альбатрос, то есть я. Вот. Что показалось в Анапе значимым? Ну, я уже говорил про климат. Конечно, исторических каких-то мест здесь нету. В свое время, знаете, Анапа же была завоевана у турок, и почему-то наши русские войска, они когда что-то берут, они просто, особенно когда берут, еще не так сильно разрушают, а вот когда уходят, они камня на камне не оставляют. Вот. И вот с Анапой было так же. Анапа же переходила из рук в руки, и вот при очередном, так скажем, оставлении Анапу полностью сравняли с лицом земли. Вот. Колодцы все позабивали, поуничтожали, сады все повырубали. Анапа же была цветущим городом еще и, ну, наверное, еще и при древних греках, и, ну и при турках, то уж точно. Здесь и торговля кипела, и порт был хороший. Вот. Ну и как бы вот новая история Анапы началась, и уже потом в царские времена, и что-то, конечно, ну она была такой деревней оставалась. Я к тому говорю, что ничего от царских времен, ничего не осталось, ни одного здания. Вот от турок, да, осталась крепость, вернее, ворота крепости, которые носят название, вот эти крепостные ворота, русские ворота их потом назвали. Вот. На самом деле это турецкие крепостные ворота. Вот. Поэтому как бы Анапе нечем гордиться. Вот. Можно было, конечно, сохранять советское наследие какое-то, да, какие-то старые заводы, вот винные заводы, да, вот не так же давно здесь сломали, вот рядом с нами винзавод «Лазурный», а теперь там на его месте строят ЖК «Центральный». Вот. А могли бы сохранить, эти стены могли бы сохранить, там сохранялись вот эти вот административные помещения, могли бы как-то сохранять эту память. Нет, все разрушили. Поэтому какие-то здания советские были интересные. Вот, допустим, Летняя эстрада была красивое здание, такое советское, с красивой лепниной, ну, какими-то панно, да. Нет, все покрыли этими плитками керамическими, испохабили здания. И многие здания так тоже испохабили. Вот, допустим, Институт береговой охраны, тоже старое здание было, советское здание. Тоже там лепнина была, какие-то украшения. Нет, его тоже взяли, покрыли все это плиткой. То есть нет у Анапы лица-то никакого своего. Нет. Вот, поэтому, как с точки зрения истории, Анапа ничего из себя не представляет. Ничего. Вот. Есть какие-то здания отдельные, но они там на территориях санаториев, огороженные железными решетками. Вот. Туда доступа нету. И полюбоваться там люди тоже этим не могут. Вот. Так, третий вопрос. Что послужило причиной переезда в Анапу? Ну, причины какие были? На пенсию я выходил, и лафата отпала. Если раньше билет был бесплатным, ну или, по крайней мере, когда ехал с семьей, один билет был бесплатный, второй был платный, то отдыхать-то хотелось, а тепла-то хотелось, а морюшка-то хотелось. Поэтому вот стали думать, куда переехать. Ну и в Анапу, конечно, маханули. Ну, если так вот, грубо говоря. Вот эта причина была. Ну и, естественно, из Читы, из депрессивной уехать. Так, 4. Так, тоже о переезде в Анапу, как приняли решение? Ну, решение приняли, так скажем, быстро.
Квартиру здесь купили в 2013 году тоже быстро. Об этом я написал целый такой трактат, как мы покупали квартиру. Юра, брат, принимал в этом участие. И везение было какое-то. То есть мы искали где-то район там Южного рынка, еще какие-то районы искали отдаленные. Ну, а купили вот, в общем-то, место хорошее возле 5-й школы. 20 минут ходьбы до центра города, до центральных фонтанов, 20 минут до моря. Ну, что плохого-то? Отличное место. Вот. Как психологически подготовить себя к переезду? Как психологи... Ну, нужно... Вот я уже сказал. То есть нужно, во-первых, интересоваться. Вот, надо проявлять интерес к людям, ко всему, что вы видите, интересоваться, спрашивать, изучать улицы. Вот, потому что некоторые люди вот здесь живут, и они, знаете, вот живут в одном районе, а в другой даже и нос они кажут, ну, которые здесь живут всю жизнь. Вот, поэтому надо быть любопытным, ходить все. Вот, я не скажу, что я уж такой любопытный и облазил все. Вот здесь Андрей Мельников был, блогер. Вот это да. Он на своем велосипеде каждый закуток объехал, каждый дворик. И я сам с удовольствием смотрел его канал, да его и сейчас можно смотреть в интернете, найти. Вот он, да, вот все показывал. Вот, я-то только по центральным улицам ходил. Вот, ну, по улицам ходил, я во дворы никуда не лазил. Поэтому вот чем вы больше интереса проявляете, тем вам больше этот город открывается, и вы больше его начинаете ценить, любить. Вот. Когда лучше переезжать? Ну, переезжать когда лучше? Да в любой момент, когда вы захотите. Но лучше, конечно, я вот раньше советовал людям сначала приехать зимой, посмотреть, потому что многим зима здесь не нравится. Серая, холодная, скучная, вот, дожди, ветра. Ну, все это легко переживается. Если ветра, то они не такие постоянные. Ну, подул ветер, да перестал. От ветра можно, знаете, укрыться, дома сидеть. Или одежда такая хорошая, когда у тебя капюшон. Ветер же такой, он не ледяной. Бывают холодные ветра, когда вот норд-ост дует, а если ветер теплый, ну что, ветер да ветер, закрылся капюшоном, да и похаживаешь себе. Почему выбрали Анапу, а не Геленджик или Новороссийск? Я уже на этот вопрос отвечал. Не жалко ли было уезжать из Читы? Нет, не жалко, потому что все-таки Чита, холод, серость, и когда в Анапе здесь уже расцветают жердели и травка зеленая здесь вообще круглый год, да, то в Чите-то там первая травка когда бывает? В апреле, в конце. Вот. А сейчас уже там сентябрь, листья опали, и в октябре уже первые заморозки, а то и в сентябре, а в ноябре уже настоящий дубак, а здесь в ноябре еще будет вполне так себе хорошо. Вот. Так, сейчас посмотрю, может еще вопросы какие-то есть. Так. Я вас с самого первого дня смотрю, вот Малер пишет, очень приятно. Арчими, а что насчет ВК видео? Честно, сам не пробовал особо, но сейчас я так понял, популярнее того же Рутюба. Не знаю, если честно, не изучал этот вопрос, хотя да, тоже слышал, что ВК видео это тоже такая развивающаяся площадка для видео. Надо попробовать. Арчими, еще здорово было бы, если бы вы делали обзор каких-то анапских мест по типу книжных магазинов или столовой «Шпинат»,
а также ваш обзор, а также обзор ваших интернет-покупок. Ну, все это, в общем-то, да, я делал обзоры и покупок, и шпинат вообще у меня было такое же по заказу, это видео. То есть, хотя я деньги так не брал, вот, мы просто как бы за еду, вот, и на такси. Потому что я не знаю, сколько надо брать денег, для меня это всегда вопрос болезненный. Вот. И когда меня спросили, попросили, там, ну, люди, которые занимаются рекламой, я говорю, да ничего не надо, говорю, просто с семьей придем, поедим от души, как говорится, ну и на такси уедем. Вот и весь наш гонорар. Ну, вот они так легко согласились. Вот. Ну, а интернет-покупки, ну, буду еще, наверное, делать. Просто самих покупок нет. А когда... Раньше я очень много покупок делал, потому что дело в том, что я, во-первых, и канал развивал. У меня много чего не было для канала. Сейчас-то у меня вроде бы все есть, так, основное. Вот. А тогда была монетизация, я с YouTube получал деньги. И на эти деньги я уже без всякого, как говорится, стеснения тратил их именно на канал. Вот. Деньги тогда были вполне такие неплохие. Ну, по 50-70 долларов я получал в месяц. Так что на какие-то такие безделицы для канала, а то и очень хорошие вещи. Плюс еще донаты собирал. Вот, донаты собирал, мне тоже люди присылали деньги. Вот. Ну, как я уже говорю, что самый большой донат у меня был 15 тысяч, но остальные там поменьше. Так, Джон Сина. Hello, Саша, как дела, брат? Дела отлично, все хорошо. Изучаю английский, продолжаю. Арчими, кстати, Анапа достаточно так растет, если посмотреть на Google или Яндекс.Картах по годам, прямо видно, как целые микрорайоны новые появляются на Анапском шоссе, тот же Тургеневский квартал, Гаргипия. Ну, вся-то беда в том, что это, можно сказать, не микрорайонная застройка, а несколько другой статус. Это жилищные или жилые комплексы, как их правильно называть. То есть там просто дома и все. Ну, в лучшем случае внизу могут открыть магазины, а микрорайон, он еще, это советское было такое изобретение, он подразумевал там и детские сады, и школы, и поликлиники, и еще там может быть что-то. Вот, поэтому, а сейчас нет, сейчас, можно сказать, ну как можно вот этот комплекс, который возле нас сейчас строится на территории бывшего винзавода «Лазурный», понятно, что это вообще, можно сказать, точечная застройка, потому что территория-то на самом деле небольшая, а здесь строят 10 20-этажных домов сразу. Это ужас просто. Вот, поэтому... Да, растет Анапа, и я вот, когда сюда приехал, по-моему, в 2015 году, тоже делал прямую трансляцию, и говорил, что Анапа-то такая малоэтажная, и тогда только стройки начинались вот этих вот высотных домов. Вот, ну, буквально вот 10 лет назад, да, еще Анапа была малоэтажной. Мы еще застали этот город малоэтажный, так скажем. Вот, а сейчас нет, сейчас куда ни посмотришь, везде торчат высотки. Джон Сина, сидим с друзьями, бухаем и играем в покер и смотрим тебя. Друзья, привет. Арчими, ого, вот вы мастер интегрированной рекламы. Никогда бы не подумал, что это бартер был. Настолько естественно. Да, вот шпинат это было. Вот. Но это был... я даже не помню, что еще меня просили рекламировать. Может быть, это был даже единственный случай. Просто как-то запомнил. Мне, в общем-то, сама столовая понравилась. И мы до сих пор иногда там с приятелями встречаемся. Виктор, вот американец, который тоже приехал сюда по моей наводке, он проводит там
встречи, которые так и называются «Шпинатные вечеринки». Шпинатные вечеринки. Тебе привет от Кыста и Зырта. Привет, друзья, мои верные друзья и зрители. Я, Перчит Арчеми, я в 2005-м еще с родителями приезжал, когда-то из многоэтажной застройки только пятиэтажки, по-моему, а в 2022 году приехал, прямо не узнать местами, высоток достаточно так стало. Да, очень много, конечно. Так, какие еще вопросы здесь у меня в списке? Ну, цены на жилье, конечно, сейчас очень возросли. Когда-то, вот мы покупали вот эту квартиру, в которой я сейчас нахожусь, квадратный метр был 39 тысяч, мы покупали уже за 40 тысяч. А сейчас даже трудно сказать сколько. Вот эти вот дома строят рядом, там 150 тысяч квадратных метров вот в центральном. И даже говорят, есть 250 тысяч. Ну, это вообще, конечно. Ну, сейчас вот эта вот разница между вторичкой и новостройками, она очень существенна. И вообще некоторые, так скажем, экономисты, они говорят, что Россию ждет обвал рынка недвижимости. Но посмотрим. Я не специалист в этом деле. Вот. Поэтому, ну, цены, конечно, сейчас на новостройки очень большие. Я даже не знаю, кто может купить квартиру такую за такую цену. Цены на аренду жилья, гостиницы в частном секторе и дома. Я за этим тоже не наблюдаю. Но Наташа иногда смотрит в сторону дома. Она как бы так вот, у нее какой-то есть такой дальний прицел. Это купить дом и вообще огородиться от внешнего мира большим забором и жить и поживать там. Вот. Ну, я, конечно, не хотел бы так жить за забором, но цены, которые вот она смотрит, ну, в принципе, можно за 12 миллионов купить дом. Потому что есть, конечно, там цены, которые зашкаливают, а есть такие, ну, вот, допустим, 12 миллионов Наташа считает вполне такая разумная цена. Причем это не Алексеевка, даже и не... Это вот в центре Анапы есть такой дом, она нашла его где-то, ну, тоже на Авито, по-моему, ну, вот, и тоже рассматривала. Про цены в Анапе. Хватает ли денег в Анапе? Ну, денег нам всегда хватает, потому что мы тратим всегда деньги с Наташей разумно. И даже сейчас, когда, ну, можно сказать, наши доходы достаточно так хорошо возросли, потому что у меня пенсия, во-первых, по сравнению с тем, как я ушел в 2012 году на пенсию, у меня пенсия выросла более чем в 2 раза с тех пор. Вот, Наташа сейчас работает и получает тоже хорошее. Ну, сейчас медсестрам стали хорошо платить, тем более надо находить такие места, и Наташа нашла, где платят достаточно хорошо, потому что у нас не все медицинские учреждения, так скажем, государственные, есть такие, можно сказать, где частный бизнес с государством соединяются в каких-то вот предприятиях. Вот Наташа как раз в таком месте работает, и хорошая зарплата, она не жалуется, вот, поэтому, как она говорит, пока есть возможность, надо работать. Так что денег хватает вполне, ну, так. Как лучше сдавать квартиру, посуточно или помесячно?
Ну, я считаю, что посуточно сдавать лучше, чем помесячно. Потому что помесячно это теряешь контроль над квартирой, и в результате там потом дороже тебе выйдет приводить квартиру в порядок после очередных квартирантов. А посуточно, ну, люди приезжают, когда летом, они же не находятся постоянно в квартире, они часто просто приходят только ночевать, а дни проводят где-то на улице, на море. Вот, поэтому им некогда особо разрушать квартиру. Вот. Хотя всякое бывает, но, слава богу, мне попадаются очень хорошие квартиранты. И мне, и Алексею, вот я ему тоже помогаю сдавать, который в соседнем доме у нас в Тургеневском квартале живет. Вот, все, слава богу, что хорошие люди попадаются. Так, за сколько можно сдать квартиру зимой? Есть квартиры, которые простаивают. Да полно квартир простаивают. Некоторые вообще их и не думают сдавать. Вот, допустим, у меня сосед, он в Германии вообще живет. Летом приезжает и вот до сентября живет. Он даже не думает сдавать эту квартиру. Вот опять же в соседнем доме живет товарищ, он сам, по-моему, из Бийска. Вот, и у него, правда, одна комната, но он тоже не думает ее сдавать. Вот. И сам, кстати, не приезжает. Он тоже по моей, так скажем, моим рассказам сюда перебрался в Анапу и квартиру дистанционно покупал, потом приезжал, ее тут ремонтировал, и, по-моему, так он и не доделывал. И до сих пор он еще не приехал, чтобы ее доделать. Тоже квартира простаивает. Вот. А сдавать можно по-разному, но вот этот мой приятель Алексей, он сдает свою квартиру, но у него она евро-двушка, дизайнерский у него ремонт, ну и, в общем-то, у него хорошая мебель, хорошая посуда, хорошая бытовая техника, хорошая квартира у него, вообще очень хорошая квартира. Вот. Он ее сдает за 30 тысяч плюс коммунальные платежи. Вот, 30 тысяч плюс коммунальные платежи за месяц. Но и он еще ее сдает, старается сдавать, ну, максимум 2 людям. Ну, то есть, вот семейная пара, допустим. А чаще вообще для одного человека. И у него, в общем-то, вот в прошлую зиму жил один человек. В общем, он любит сдавать айтишникам. Они тихие, спокойные, сидят себе в компьютере и тоже вреда квартире не причиняют никакого. Вот. Единственное, что они не очень любят сами убираться, и поэтому после них нужно вообще клининговую компанию нанимать, чтобы пыль отовсюду отсосать и все привести в порядок. Они не любят, айтишники не любят убираться. Вот. Но зато они стабильно платят деньги. О звукоизоляциях в новых домах. Звукоизоляция в новых домах, да, не очень так хорошая, так скажем. Не очень хорошая. Хорошо себя ведут окна, вот эти вот пластиковые, да, они хорошо изолируют от посторонних звуков. А стены, ну, частенько вот слышу, иногда, вот сейчас что-то давно не слышно, а то, может, дети выросли. У нас вот над нами люди живут, и у них постоянно топот какой-то там стоял. Дети бегали, то какие-то там, кажется, что что-то катают по полу, то ли какие-то гири, то ли что такое, кажется, какие-то шары железные катают. Такой звук прямо вот, катится, тяжелое. Вот, такое бывает. Ну, иногда кто-то покрикивает, иногда Наташа тоже покрикивает, и даже иногда тоже приходили соседи, говорят, что вы так кричите, потому что она обычно кричит в 6 часов утра, вот, когда еще многие спят. Когда днем там кто-то кричит, ну, это ладно, другое дело. А вот с утра не очень так хорошо воспринимается это. Поэтому звукоизоляция такая, знаете, меня она устраивает. Я не скажу, что там как-то я слышу разговоры за стеной. Нет. Ну, если вот кричать очень сильно, настойчиво или колотить, тогда да.
тогда, можно сказать, звукоизоляция не очень хорошая. Как вкладывается сезон? Кем работала жена летом? Ну, жена работала, как я сказал, в медицинском учреждении, медсестрой по специальности по своей. Сезон в этом году складывался, ну, я буду говорить за свою квартиру, неплохо. У нас все лето жили люди, сейчас живут. И вообще вот у нас должны съехать 21 сентября, и на Суточно.ру забронировали с 21 и еще там на сколько-то дней на 10, по-моему, следующие. Но я вынужден был от этого бронирования отказаться, потому что, ну, так получилось, что в день отъезда приезжают новые гости, и, ну, мне с Суточно.ру со службы поддержки звонили, выясняли, журили, говорили, что так делать нельзя. Я говорю, да у меня просто вот 21 люди, у них поздний выезд. Вот, если бы они в 12 выехали, а по правилам в 12 выезжают, в 14 заезжают, ну, за 2 часа, ну, если поднапрячься, можно квартиру привести в порядок, но я всегда закладываю как бы день, 2, а то и 3 до следующих. Я не люблю там быстро. В основном я, конечно, квартиру готовлю для заселения. Вот. Но квартира не пустует, постоянно есть на нее спрос. И у Алексея тоже. У Алексея вообще сейчас живут, как заехали в июне, так вот сейчас 4 месяца, в сентябре только будут выезжать. Вот. Потом он ее будет сдавать уже посуточно, как я сказал, за 30 тысяч плюс КУ. Так. Сложно ли найти работу в Анапе? Я считаю, знаете, вот на примере Андрея, потому что людям, я не знаю, какая там работа нужна, да, вот, и если человеку нужны деньги, а не все остальное как бы не важно, то он найдет работу. Вот Андрей Хрущев у меня, друг, приехал он в 2020 году или в 2021, я сейчас не помню, в Анапу. Я его сразу же повел в отдел кадров, вот этого вот холдинга Мираклион, который у которого много-много всяких там отелей, в том числе и 5-звездочных. И Андрей сразу устроился там, сразу устроился на работу. Да, эта работа тяжелая, посудомойщиком, но она хорошо оплачивается. Тем более в этом году, друзья мои, в этом году очень хорошие зарплаты у всех. Всем подняли. И Андрей сейчас, как я его спросил, нашу последнюю встречу, говорю, Андрей, сколько ты получаешь? Он говорит, 90 тысяч, говорит, у меня выходит в месяц, 90 тысяч, плюс пенсия 20 тысяч. То есть человек получает 110 тысяч. Вот. Так что, как считаете, что хорошая эта зарплата или нехорошая? Можно найти? Можно. Андрей без работы вообще никогда не сидит. Вот в прошлом году он на зиму ездил в Сочи. Думал, что в Сочи там будет больше зарплата, а потом оказалось, что он там поработал и говорит, нет, в Анапе-то зарплаты больше. И он опять переехал в Анапу и здесь сейчас работает. Да, работа тяжелая, но зато можно заработать. Так. Арчими, почему так получилось, интересно, что Анапа в плане чистоты и благоустройства подсдулась? Это о мэрии конкретном дела или администрации? Или бюджета меньше стало? Или еще какие причины? Не знаю, я бы, наверное, ответил, как отвечал в свое время Карамзин. Воруют. Я так думаю. У меня нет никаких конкретных фактов, нет никаких документов, наблюдений, нет источников даже, но я так думаю, что подворовывают. Потому что у нас вообще государство такое немножко устроено именно на этом, на коррупции. И поэтому все подворовывают для себя и, естественно, отправляют еще и вышестоящему начальнику.
Вот. И так устроено не только государство, но и церковь. Вот. Потому что церковь тоже, знаете, вот низшее звено, да, приход, он тоже собирает деньги и куда, да, они платят, конечно, своим сотрудникам, своим, значит, священникам, всем, значит, всему клиру, и в то же время еще и в епархию. А епархия тоже деньги эти собирает, чтобы куда тоже отправить уже куда? В митрополию, а митрополия отправляет куда? Куда? Да, в патриархию. Вот. И все это потом... Вот. Так что везде все сделано по одному принципу. И, конечно же, да, конечно же, я считаю, если бы у нас коррупции не было вообще в стране, у нас бы и люди бы жили лучше, и города бы были чище, и все бы у нас было хорошо. Вот. Но вот этот бич, он не дает нам хорошо жить. А сейчас еще и у государства другие заботы. Вы знаете это, да? Куда еще деньги сейчас отправляются. Поэтому, да, вот так хереет наш город, хереет. Арчими, хотя вроде бы и жителей больше становится, и выделять, и бюджет больше должен быть, и внимание. Ну, бюджет, я сейчас даже не знаю, какой бюджет. В свое время я этим, когда интересовался, я помню, что бюджет у Анапы был 4 миллиарда, а вот сейчас он, по-моему, чуть ли не 10 или даже больше миллиардов. Ну, это не точно, так скажем. Но я знаю, что бюджет у Анапы очень хороший. Вот, потому что все-таки люди-то сюда едут. И я даже в этом читал информацию, что в этом году Анапа приняла больше людей, больше туристов, чем Сочи. Вот, больше, чем Сочи. Я не знаю почему, но пишут так аналитики. Значит, и денежки здесь собрались очень хорошие, понимаете? А где денежки хорошие собираются, сколько на эти денежки мохнатых всяких лап-то нацелено, понимаете? Поэтому мэр, он для того тут и поставлен, чтобы эти лапы как бы удовлетворять. Вот. Так. Что там дальше у нас? Чем можно заняться в Анапе, как найти друзей и круг общения? Ну, я вам уже говорил, что это все зависит от вашей активности. Я вот нашел сразу же, буквально, вот я сегодня смотрел видео 50 дней в Анапе, вот, и я там уже за 50 дней я уже и с казаками навел знакомство, и с батюшкой, отцом Алексеем, и с психологом, и я не помню, с этими я с поэтами навел, не навел, но, по-моему, я тоже в очень короткий срок навел с ними отношения, завел контакты. Вот. Теперь вот я увлекся еще сейчас кино, и это, конечно, тоже, то есть я в одну киношколу поступил, потом в этом году я на режиссерский курс поступил, это же все новые знакомства, новые друзья. Вот недавно мы встречались своим курсом, первый метр киношкола. Об этом я в понедельник расскажу подробно, друзья мои. В понедельник будет стрим, если жена не будет работать в этот день. Не будет отдыхать в этот день. Так, поэтому можно найти друзей здесь запросто, друзья. Я считаю, что все зависит от вас. Так. Про климат. Ну, климат меня здесь целиком и полностью устраивает. Я уже говорил, что здесь нет такой... Вот Андрей ездил в Сочи, и он приехал, говорит, в Сочи я не могу вообще находиться, не могу там жить и работать, потому что там влажность большая. Вот. В Анапе нет влажности. В Анапе, хотя она и у моря находится, но климат здесь достаточно приятный и, можно сказать, сухой. Вот. А как говорят в рекламных роликах, что здесь коктейль
из 3 значит, климатов. Горный, морской и степной. Вот. Как переносить жару? Жару переносить очень, так скажем, легко. Вот последние дни стоят жаркие, надо вообще меньше ходить на улице, вот, дома сидеть под кондиционером или устраивать сквознячки, как вот на старой квартире, мы же там жили вообще без кондиционера, вот, и поэтому достаточно было открыть окна, и все хорошо проветривалось. Потом, слава богу, тени достаточно на улицах и от деревьев, и от заборов, и от зданий. Поэтому, если куда-то вот я иду, я всегда смотрю, ага, тень, дома куда отбрасывают. И стараюсь идти вот именно по теневой стороне. Всегда в теньке. Вот, поэтому как-то так. Потом мне надо ходить быстро. Вот я всегда хожу быстро и всегда, когда опаздываю и прихожу потом в нужную точку, я потом обливаюсь потом. Вот, и это, конечно, нехорошо. Надо быть неторопливым, надо ходить потихонечку, и тогда вы с этим жарким климатом подружитесь. Вот. Ну, вот в магазинах везде кондиционеры работают, в учреждениях кондиционеры. Сегодня вот я ходил на просмотр конкурсных фильмов в городской театр, там тоже кондиционер, там даже люди жаловались, что им холодно. Поэтому, ну, как-то вот, а на улице, я говорю, по тенькам. Так. Какая зима в Анапе? Ну, зима в Анапе разная бывает, но в основном зима в Анапе, она где-то градусов 10 тепла. Вот такая зима, и да, ветерок бывает, иногда ветерок, и иногда дожди, но зима в Анапе отличается тем, что трава зеленая круглый год на газонах, а в центре еще и цветочки зеленстрой, озеленителей высаживают. И бывает, что идешь иногда зимой по городу, и какие-то места, они выглядят абсолютно по-летнему. Вот эти вот юки, южные вот эти растения, кустарники или что, или как их называют, юки, сосны, ели, что там, по-моему, бамбук тоже даже не опадает. Ну, очень много растений, которые вот зеленые круглый год. Вот. Поэтому иногда такие места есть, которые вот смотришь, и особенно еще и когда газон зеленый, еще если там виолы высажены, то это вообще как летом. Вот. Поэтому зима в Анапе такая. И зима в Анапе, я уже много раз говорил, что если, допустим, в Забайкале, в Чите зима наступила в ноябре, все, до марта никакой оттепели, ничего ты не увидишь, тепла никакого. А в Анапе же наоборот. То есть даже если декабрь, и если холодно, и пасмурно, и ветер, то бывает раз и солнечный день, и тепло. И ты уже, понятно, что ты тут никакую зимнюю одежду здесь не носишь, вот, всегда демисезонные куртки там, и я вот в кроссовках, что сейчас хожу летом, что зимой я буду в этих же кроссовках ходить. И бывает так тепло, так солнечно зимой, в декабре, что можно даже и куртку снять, и в одной майке прогуливаться по берегу моря. Вот такая зима в Анапе. Да, потом на следующий день или через день опять может быть холодно, опять ветер. Вот. Но опять ждешь теплого дня, чтобы опять погулять на солнышке. Солнышка мало в зимой бывает. И вот Наташа говорит, что ей не хватает зимой солнышка. Поэтому вот Петербург мы, естественно, сразу отринули эту идею переезда в Петербург, потому что там солнца мало, все говорят. Так.
Не боитесь ли землетрясений и потопов? Ну, про потопы я говорил, что это летом бывают сезонные и не везде, только на некоторых улицах. И то сейчас как-то с этим немножко так поборолись, и сейчас меньше топит. А землетрясения, вот когда я помню, в прошлый раз отвечал на этот вопрос, я тогда еще говорил, что землетрясение здесь, хотя и сейсмоопасный район, но землетрясений я здесь не чувствовал. А вот за 10 лет я несколько землетрясений здесь пережил и даже делал ролик. Помню, землетрясение было 4,3 балла, такое достаточно такое хорошее. На той квартире мы еще жили, на 2 этаже, и то очень сильно почувствовалось. Я помню, закачалась кровать подо мной, и книжный шкаф закачался и затрещал. И я выбежал на балкон, и все люди тоже там, соседи, выскочили и говорили, что они почувствовали тоже вот это вот качание. Этим все и заканчивается. То есть ни одно здание не рухнуло, ничего там не упало. Вот, все покачало, и даже, по-моему, трещин нигде не было. Так, сейчас, что там еще с вопросами? Алексей Николаевич, ладно, пока. Спокойной ночи, Алексей Николаевич. На новый курортный сезон в городе анонсировали уже какие-нибудь открытия или в плане благоустройства? Императорский парк, вроде бы новая набережная через пару лет. Да, что-то делается. Набережную, говорят, вот надо у Юры, у брата спросить, набережную строят очень так интенсивно. Вот, поэтому будем смотреть. Делается, конечно, что-то. Я ж не говорю, что вообще ничего не делается. Мало сделать, важно очень поддерживать вот эту вот чистоту и порядок. Из ТЦ только Красную площадь знаю, недалеко от города, а так, где местные закупаются еще? Слушайте, я не знаю, где местные закупаются. Мы-то люди не богатые, поэтому мы закупаемся в светофоре. Вот, это так, мы туда рейды делаем, конечно. В основном мы рядом магазин у нас Магнит, Пятерочка, Гипер Магнит, мы туда сейчас стали реже ходить. А из вот этих дешманских магазинов это Светофор, потом Победа. Наташа туда ходит иногда, очень редко, тоже когда по пути идет, там что-нибудь по каким-то своим делам заходит туда. Чижик есть еще, в Чижик мы вообще редко ходим. Вот, а так в Пятерочке, вот я сегодня там купил кофе, вот это крема Nescafé, мне нравится оно, 309 рублей, 310. Вот, поэтому ладно, покупаю. Кстати, эта скидка уже давно. Я уже как-то брал 2 банки. Сегодня еще 1 баночку прикупил. Так что вот. А где люди закупаются, не знаю. Вот Валя сегодня пошла в Табрис. Говорит, папа, я в Табрис пошла. Табрис тоже считается магазин у нас такой, как и Перекресток, такой дороговастый. Вот. Тебе, говорит, нужно что-то? Я говорю, да мне-то ничего не надо. Говорю, ты, говорю, маме купи конфеток, подсластить ее. Валя так улыбнулась, не знаю, купила, не купила. Так, дальше что там вопросы у нас? Которые такие старые вопросы, так скажем. Какие в Анапе пляжи, где лучше отдыхать в Анапе на море? Я-то в этом году вообще, друзья, купался только 1 раз в июле. Я думал, в августе еще, наверное, искупаюсь, но так и не довелось в августе. Сейчас вот, может быть, в сентябре еще доведется искупаться. Вообще это на любителя. Наташа вот песчаные пляжи не любит. Она говорит, с песчаных пляжей домой тащится песок. Я тоже, когда с пляжа приезжаю, все равно привожу песок, то в сандалях, то где-то, если там ветер в это время был, то он тебе и в волосы песка накидает, и в складки одежды, и в карманы.
Вот, поэтому а Наташа не любит песок, она любит на камне. А я камни не люблю, потому что по камням плохо заходить в воду, вот, они скользкие, можно упасть, пораниться. Гальки как таковой здесь мало у нас, только вот в Малой бухте, это искусственный пляж. Вот. Ну, как-то мы вот с Наташей очень редко там бываем. Ну, так скажем, за 10 лет, может быть, ну, раз несколько сходили, может, раза 3. Вот. А Наташа в этом году... Наташа-то вообще у меня иногда работает прямо на море. Вот, она в один сезон вообще отработала. Прямо у нее будочка стояла на море. Вот, с окном на море. И она каждый день замеряла воду там, поэтому она насладилась этими видами. Вот, ну ладно, это не относится к вопросу. Поэтому, где хотите, там можно и отдыхать. Можно поехать на Утриш, можно в Суко. В Суко тоже галечные пляжи, там мелкая такая галька. Вот, на Утрише камни, ну, зато вода чистая. Какой пляж в Анапе лучше? Ну, все говорят про Благовещенскую. Я, если честно, ни разу в Благовещенской не был. Но прекрасные места – это Утриш, Большой, Малый Утриш. На Малом Утрише я был, в Суко я тоже был. Вот там, да, там, это же излюбленные места были всех неформалов Российской Федерации. Вот. После пожара 2020 года неформалов стали гнать оттуда. И сейчас там нет никаких палаточных городков и нет никаких там неформалов. Может быть, там отдыхают какие-то там люди, которые, ну, встали, как говорится, на государственную службу. То есть там часть неформалов, которые, они как бы объединились в какую-то организацию по защите заповедника. И вроде бы как вот государство им доверило там так немножко жить, находиться и присматривать за порядком. Ну, это, я считаю, это немногочисленная группа. В основном, конечно, все люди сейчас, кто был любителем Утриша, ну, в других местах. Я за этим не слежу даже, куда они все переселились. Вообще на Черном море таких мест, я считаю, достаточно много. Про достопримечательности Анапы я говорил, что здесь, кроме русских ворот, больше ничего нету такой вот с точки зрения истории. Всю советскую историю всю уничтожили. Даже на кладбище, я же здесь вот был на кладбище, снял большой репортаж по кладбищу. Говорят, старое Анапское кладбище, старое Анапское кладбище. Да это кладбище... большевики тоже все уничтожили. Они вообще всю историю уничтожали. И кладбище тоже уничтожили. А сверху похоронили уже там своих, как говорится, рабочих и крестьян и прочую интеллигенцию, как прослойку. Вот, потому что старые могилы здесь, ну, наверное, можно найти где-то там 20-х, 30-х годов, и то их немного. Вот. А уж дореволюционных захоронений здесь вообще десяток, наверное, есть. Никаких памятников не сохранилось. Ну, как, кое-что сохранилось, и вы в моем репортаже можете увидеть там некоторые памятники. Это были, конечно, красивые мраморные памятники. Вот. И, но в основном говорить, что это старое кладбище, оно только старое, может быть, по месту, а по захоронениям оно очень даже такое советское новое кладбище. Вот. Советские деятели, коммунисты, они историю всю корчевали с корнем, и кладбище тоже. Вот в Чите кладбище, где мой дед похоронен, тоже оно все перепахано, и бульдозерами сносили прямо надгробие. Ну и здесь в Анапе, наверное, тоже так же делали. Че чикаться-то? Сразу бульдозер и все, и дело с концом. Так. Где местные хранят автомобили? По-прежнему хранят прямо вот у своих домов, на парковках, где они есть. У кого есть гаражи какие-то сохранились. Ну, новых гаражей сейчас явно точно не строится.
Я рассказывал как-то о двухэтажных гаражах, где внизу стоит машина, а на втором этаже живут люди. Ну, также. Ну и, конечно, в новых домах где-то делаются подземные парковки и вот эти многоуровневые парковки тоже кое-где делаются. Ну, в новых районах, вот в Гаргипии, по-моему, есть. Ну, мне они очень не нравятся. Они портят вообще внешний вид. И без того-то вот эти многоэтажки, они выглядят не очень хорошо. Ну, да, некоторые урбанисты говорят, называют это гетто, человейники. А уж когда еще и здесь рядом с этими человейниками еще и для машин вот эти вот этажерки, да, стоят, это вообще, ну, это разве город? Нет, это не город. Так, если наркоманы на Утрише, ну, может быть, и наркоманы были, или люди, которые, как бы, может, что-то там покуривали, ну, сейчас и самого этого места-то, этого палаточного, Утриш-то, конечно, есть, и я думаю, там и после пожара, может быть, и зеленые насаждения какие-то там как-то восстанавливают, есть же у нас специальное предприятие, которое вот занимается этим заповедником. Вот, ну, я этим не интересуюсь. Почему Анапа стала пыльной и грязной? От неправильного устройства города. В нормальном городе, где администрация заботится о здоровье граждан, о чистоте и порядке, там все делается по уму. То есть устраиваются ливневки, правильно устраиваются тротуары, чтобы вода, которая дождевая, не грязью с газонов захлестывали эти тротуары, а чтобы наоборот, с тротуаров стекало все на газоны. Делаются дренажные системы, стройки, если делают, пыль откуда еще вся идет? Со строек. Вот, поэтому со строек не только пыль и грязь, но еще и вот эта цементная всякая пыль. Вот. Если раньше, когда мы сюда ехали в Анапу, и я читал на сайтах анапских, что мэр Анапы Сергеев, значит, постановил, чтобы колеса автомобилей, выезжающих со строек, мыли, для нас это было вообще удивительно. Наташа, я говорю, ты представляешь, в Анапе колеса машинам моют. Вот. То сейчас нет. Вот стройка, допустим, есть у нас вот здесь, опять же, ЖК Центральный. Всю эту грязь на колесах вывозят прямо вот. А все это потом смывается, течет по улицам, дальше разносится по всему городу. Потом высыхает, машины ездят, все это вверх поднимается. Поэтому, знаете, вот после того, может быть, когда новая власть придет в Анапу, то надо, конечно, все тщательно почистить, потом все правильно устроить, а потом поддерживать. Может быть, тогда уже будет хорошо в Анапе. Вот, но сейчас нет. Какие люди живут в Анапе? Разные люди живут. И тут следующий вопрос. Существуют ли кубаноиды? Нет, я никаких кубаноидов так и за 10 лет не встретил. Все зависит от вас. Как вы будете к людям, так и люди к вам. Поэтому нет никаких кубаноидов. Вот, мне так кажется. Вот нет никаких кубаноидов, нет никаких там... вопрос еще где-то здесь был про армяно-греческую мафию. Вот. Никакой армяно-греческой мафии нет. И я считаю, что со всеми людьми надо жить дружно и мирно. И меня никто никогда никак не оскорбил. Вот, поэтому, если вам, допустим, хочется, и вы хотите как-то не соприкасаться с людьми других национальностей, не ходите в определенные, не садитесь в кресло к определенным там мастерам, да. Вот я, допустим, последний раз постригался, и я постоянно постригаюсь в парикмахерской, а у ребят, я не знаю, кто они по национальности, вот, такие молодые, чернобородые, может быть, они
кавказцы, может, они среднеазиаты какие-нибудь там, туркмены или еще кто, не знаю. Ну, приятные ребята, приятные ребята. Вот, поэтому я отношусь ко всем хорошо и вам того же советую. Так, что там еще у нас? Арчими. Раньше помню, когда первый раз приезжали, классный пляж рядом был слог Витязь. Чисто и народа нет почти в Витязево. А 2 года назад не узнал это место. Понастроили отели и куча народа. Ну да, разрастается Анапа. Более того, сейчас же еще проект какой-то там они вынашивают. Новая Анапа. На Благовещенской косе хотят целый город строить. Там туда гигантские, там 500 миллиардов, что ли, они хотят туда вложить, если не ошибаюсь. А может, ошибаюсь, даже может еще больше. Не знаю, не знаю. Мне кажется, что это сейчас, опять же, вот в настоящее время, в настоящей ситуации, все это только так, маниловские какие-то мечты. Так. Ну, о казаках в Анапе я уже рассказал, что да, я когда сюда приехал, конечно, да, я восхищался, как здесь все организовано у казаков. Вот, конечно, сравнивал с Забайкальем и хотел бы, чтобы этот опыт был перенесен в Забайкалье. Но меня, конечно, некоторые старики в основном и казаки, они говорили, что вот это вот сотрудничество казаков и государства, оно казаков до добра не доведет. И форму они, вот эту новую форму, где белые рубашки, черные кителя, они называли ментовской формой. Мне она нравилась, эта форма. Я не знаю, я-то как-то такой человек был, ну, так скажем, законопослушный. Вот. Но здесь были люди, которые считали, что они казаки по национальности, что все остальные это русские и кацапы. Вот, да, прямо вот меня даже это несколько оскорбляло, потому что, ну, я-то не кацап, я гуран. Я-то с Забайкалья приехал, у меня другая есть принадлежность, вот. А тех, кого кацапы они называли, это вот были как раз вот эти вот москали русские, вот казаки наши, кубанские, вот так называли. И для меня это казалось дико вообще, дико, потому что, ну, мы-то в Забайкалье как-то привыкли там тоже жить с местным населением, и буряты, и забайкальское казачье войско, оно вообще формировалось-то из бурят в основном. Там, по-моему, 3 полка было бурятских и только 1 русский. Вот. И казаки-буряты, они и активно принимали участие и в гражданской войне, против большевиков воевали. Ну, вообще такие буряты-то они такие боевые тоже ребята. Вот. Поэтому мне здесь было как бы вот диковато даже. Я тогда очень сильно уважал атамана Далуду, вот. А местные казаки говорили: да Далуда, да он гуцул, да он как то. Я говорю: ну а как же, вот тогда был Громов очень хороший, который тут, в общем-то, на Кубани и поднял казачество. А мне говорили: Громов, да он же то, да коммуняка, да он, значит, перекрасился, да он преподавал эту политэкономию и историю КПСС, да он такой-сякой. Я думаю, блин, чего им тут надо-то тогда, к этим кубанским казакам-то? Громов их не устраивает, коммуняка, Далуда, гуцул. Думаю, эти все казаки, кто не местные, приезжие, это кацапы. И очень было мне трудно здесь, да, вот так вот. Я, правда, на это тоже не обращал внимания, как бы закрывал на это глаза. Вот, но как-то вот я считал, что это неправильно. Так. Какие еще вопросы? Так.
Почему люди уезжают из Анапы? Ну, наверное, ищут лучшие места, потому что, ну, во-первых, я думаю, молодым и перспективным людям здесь делать нечего. И я помню, был как-то на чествовании выпускников школ, кто окончил школу с золотой медалью, и они выходили когда к микрофону и говорили о своих планах, то никто не сказал, что я здесь останусь в Анапе и буду поступать в какой-то анапский вуз. Анапские вузы, это, знаешь, это фикция. Фикция. Вот. Даже в Краснодар, в Кубанский госуниверситет, и то очень мало людей из тех вот выпускников сказали, что поедут поступать. В основном это был Петербург, Москва, Екатеринбург и другие крупные города. Вот. Поэтому люди уезжают из Анапы, они не видят здесь перспектив никаких. Вот. И это их выбор. А ну, другие уезжают в Анапу, я не знаю, из Анапы вернее. Ну, кто хочет, тот и уезжает. Значит, что-то находит более хорошее в других городах и даже странах. Так. Про Андрея я рассказал, что он здесь живет очень неплохо, зарабатывает хорошо. Про пенсию. Ну, пенсию я получаю также забайкальскую, потому что прописан в Забайкалье. Здесь у меня временная прописка уже вот 2 раза. 2 раза ее продлевал. Вот. Она никак не ущемляет моих прав. Абсолютно. Так что, слава богу, что в Конституции записано, что мы имеем право на передвижение. Так. Про воду. Ну, вода у нас как была хорошая, так она, в общем-то, и остается. Нареканий никаких на воду нету, на водопроводную. Покупаем мы в магазине очень редко, только когда там какие-то аварии случаются. А так мы пьем эту воду, отстаиваем ее, кипятим и пьем. Ну, а дети порой и не кипяченую пьют. Про цены на Кубани в Анапе. Ну, про цены надо мне сделать отдельно обзор. Я говорю, что Наташа у меня, она давно записывает в специальную такую книгу, тетрадь, цены, чеки. Потом я эту эстафету подхватил и тоже как-то помню, вот записывал. Ну, сейчас вот пора, может быть, еще раз. Ну, то есть я собираю чеки, а потом открываю эту книгу, и все базовые вот эти вот продукты, ну, мы в основном по чекам берем одно и то же. Там хлеб, кефир, молоко, масло, еще что-то. Все это вот. И чтобы чеки не хранить, я просто эти цены выписываю в эту книгу. Вот, чтобы, и, ну, получается, что потом легко очень сравнивать, какие цены были, какие стали, а какие-то остались на одном и том же уровне. Это очень интересный такой обзор. По квартирной плате, если вы хотите, я тоже могу сделать. Я тоже за 2 квартиры постоянно плачу и постоянно тоже записываю. Вот, все в специальную тетрадку. То есть у меня все до копеечки учтено. Сколько я заплатил за ту или другую услугу, которую нам вот предоставляют. Почему редко бываю на море? Ну, наверное, привык, и мне море сейчас не столько интересно, как раньше. Потом меня сильно подкосила, во-первых, пандемия, когда на море даже запрещали. Потом, когда разрешили, и я, в общем-то, смотрел на эти толпы людей и думал, как же так, то, значит, чуть ли не штрафовали людей, а теперь люди там как
значит, яблоку негде упасть, и, ну, какой-то был вот в голове что-то не умещалось. Вот. И потом, когда началась СВО, я тоже посчитал, что все-таки праздно проводить время на море, когда люди там вот совсем недалеко гибнут с той и другой стороны, и как-то тоже это не очень хорошо. Ну и время терять не хочется. Я сейчас как-то каждый день, ну, во-первых, домашние дела, во-вторых, я книгами своими занимаюсь, выпускаю, редактирую, вот, и на это тоже уходит много времени. А как-то вот включить море в какой-то свой дневной, повседневный график, допустим, в 6 часов выехать на море, а в 7 или в 8 уже вернуться домой. Вот не могу, почему-то не могу вот так. Хотя если как бы вот себя заставить, включить, и можно привыкнуть тоже к такому режиму. Может быть, я буду к этому стремиться, друзья. Что хотя бы как-то через день, может быть, выезжать. Или хотя бы раз начать сразу в неделю. Да. В каких странах мира я хотел бы побывать? Тут меня спрашивали. Ну, да, в Германии я хотел бы побывать. Да и вообще, наверное, в любой другой европейской стране. Вот Маша в этом году побывала в Лондоне, и я бы тоже хотел там побывать. В принципе, как бы в этом ничего такого сложного нету. Вот. Не было. А сейчас, конечно, стало сложнее куда-то выехать. Ну, продолжаю изучать английский язык. С помощью приложения HelloTalk общаюсь с американцами, с канадцами, с австралийцами, великобританцами. Вот. Ну все, мои вопросы и исчерпались. Посмотрим, что вы еще написали. Арчими, а где в Анапе считается комфортным жить? В центре города или чуть дальше от туристов в новых районах? Не знаю. Я полюбил, кстати, свой район. Вот здесь вот район 5-й школы. Поэтому мы и эту квартиру купили тоже в этом же районе. И в этом районе сейчас вот построили еще одну школу, куда мы Машу перевели. Вот. 35-я новая школа. Я был на собрании вчера. Так что 7 человек меня смотрит. Всем, друзья, добрый вечер. В понедельник я буду рассказывать, что у меня случилось за неделю. Были события, очень интересные были события, связанные с кино, в том числе, с литературной моей деятельностью. Так что в понедельник будет интересный стрим, если Наташа не будет отдыхать. Я сейчас, кстати, проверю. Так, завтра она отдыхает 14-го. 15, 16, 17 она работает. То есть 16 числа она будет на работе. Так что у нас, друзья, состоится стрим. Так что приходите на стрим. В понедельник я буду рассказывать. Где в Анапе комфортнее жить? Да я говорю, что где привык, там и живешь. Это же вот опять же та теория Франкла. То есть, если ты проявляешь любопытство, если тебе все интересно, и ты это все принимаешь, ты начинаешь это ценить и любить. Вот. Я думаю, если бы я даже где-то в другом районе жил Анапы, я, наверное, так же привык. Но здесь все-таки, вот район 5-й школы, вот Крестьянская 26, или вот наш адрес Шевченко 288, корпус 2. Но здесь просто прекрасно, потому что
вот я сегодня, если бы я жил где-то в Гаргипии, да, и разве я бы сегодня пошел на киношок, на просмотр конкурсных фильмов пешком? Ну нет, конечно, с Гаргипии это все-таки очень далеко. Вот. А здесь я спокойно, как я вам уже говорил, спокойно вышел по тенькам, вышел где-то, наверное, за полчаса, дошел, наверное, минут за 20. Вот. Поэтому все нормально, здесь хорошо, на море здесь близко. Что еще человеку надо, чтобы жить комфортно в каком-то районе? Магазинов здесь очень много. Вот у нас здесь и Магнит, и Пятерочка, и Красное и Белое, и куча еще всяких маленьких, и пекарня. Знаете, вот как хорошо, когда, вот говорят, во Франции, да, там столько много пекарен. Кстати, в Питере тоже много пекарен. Вот. И есть еще какие-то определенные, может быть, какие-то любимые сорта хлеба. Вот. Я тоже думаю, ну вот что еще надо? Вот живешь в хорошем городе, тепло, в теплом климате, рядом море. Вот у тебя под боком пекарня, можно пойти купить там вкусных булочек. Да я даже просто хлеб покупаю, и то он мне нравится в этой пекарне. Где тебя встречает улыбчивая, интересная женщина, которая постоянно тебя уже знает. Вот. Что еще? Да, ну, вот насчет магазинов, да, есть рынок фермерский, пожалуйста, здесь тоже рядом. Он, мне кажется, дешевле, чем центральный. И вообще он хороший рынок. И вот южный рынок я вообще за рынок не считаю. Северный рынок это вообще непонятно что. Вот. Центральный рынок это, ну, понятно, что там очень дорого, мне кажется, там все хапуги сидят. А здесь вот на фермерском все хорошо, все нормально. Мне кажется, и когда людей тоже изучил уже, вот мужчина продает дыни, арбузы. Мы с ним постоянно знакомимся. Он, ну, тоже кавказец по национальности. Не знаю, может быть, он адык, может быть, еще кто-то. Не знаю. Ну, он всегда говорит: здравствуй, дорогой. Я говорю: здравствуй. Вот. Как-то раз подошел, говорю: мне арбуз. Он говорит, только небольшой. А он мне подает большой. Говорит: на, говорит, а там трещинка. Он говорит: вот только сейчас, говорит, упал арбуз. На, вот я тебе его так отдаю. Ну, я взял его, разрезал дома. Мы его съели. Очень хороший, вкусный арбуз. Вот. Поэтому мне этот район нравится. Школы рядом, детские сады рядом, Сбербанк рядом, аптеки рядом. Единственное, что мне здесь не хватает в этом районе, мне не хватает магазина Агрокомплекс. Вот. Агрокомплекс. Потому что какую-то продукцию я там брал бы, вот, но мне ходить вот как раз в район центрального рынка или в Алексеевку, ну, как-то далековато. Агрокомплекс. Вот. А так, в общем-то, ну, все остальное здесь под боком. Так, что еще? Есть, друзья, какие-то еще у вас вопросы о жизни в Анапе? Я много чего сегодня рассказал. В целом, конечно, я здесь себя чувствую хорошо психологически. Тем более у меня здесь живет сейчас брат. Вот буквально здесь вот в 5 минутах ходьбы за фермерским рынком, можно сказать. Вот. Мы часто встречаемся. Это тоже, конечно, здорово, что я не один здесь. Вот. Хотя, конечно, много родни осталось в Забайкалье. Но благодаря интернету я, конечно, слежу и за их жизнью, своих родственников. И, конечно, за самой Читой, что там происходит. У меня постоянно вкладка сайт Чита.ру открыт. И я постоянно в курсе,
читинских новостей. Но я читаю только, я не смотрю передачи какие-то читинские по видео, а читать читаю. Поэтому все знаю. Плюс в WhatsApp группа «Одноклассники», где мы с друзьями, одноклассниками тоже общаемся. Ну вот, там группу девушка одна создала наша, и мы тоже поддерживаем связь. А это же самое, как для человека основное, вот эти вот связи поддерживать. Вот, поэтому всем желаю поддерживать отношения со своими близкими, любить их, ценить. И вот как раз в 23 часа я заканчиваю свою трансляцию. Всем всего доброго. Подписывайтесь на мой канал на Рутюбе. Здесь ставьте лайки. И YouTube я тоже не буду забрасывать. Пока-пока.